Добрый день! В этом видеоуроке я хочу вам показать, как можно слепить вот такие вот маргаритки из полимерной глины. Меня зовут Наталья, вы на канале Красоту творить легко. Мы начинаем. Для цветка нам понадобится проволока где-то 18, ну вот смотрите, чтобы она такая толстенькая была. И в конце мы делаем такую вот необычную петельку, загибаем, прижимаем. Теперь сюда и сюда. Вот в итоге у нас вот так вот. Такая форма должна получиться. Это зафиксирует нашу серединку более надежно. Для серединки я использовала лайнер Космеи. Можно еще использовать ромашку. Вот серединка ромашки. Или же можно настричь нашу серединку. Если у вас нет инструмента, можно сделать вот так серединку. Наносим клей, желтая глина, одеваем и начинаем настригать. Посередине и по кругу. Вот такая серединка получится. Начинаем с самых внутренних лепестков. Для этого глину раскатываем, придаю ей такую форму. И наша задача раскатать ее, особенно уделить внимание вот этому участку, самому краю. Он должен быть как можно тоньше. Теперь переносим на бумагу. Красить я буду пан-пастель. Учитывайте то, что пастель немножко уже подсушит лепесточек, поэтому долго нам не нужно, чтобы он высыхал. Теперь у меня есть вот такой инструмент. Зубчики. Край нашего лепестка этими зубчиками вот так вот вытянуть нужно. Это мы делаем для того, чтобы у нас в дальнейшем лепестки не были такой вот угловатой формы. Также можно сделать с помощью расчески. То же самое вот зубчиками. Раз и вытянули. Теперь можно дать немножко подсохнуть. Чем больше высохнет этот лепесток, тем удобнее будет его нарезать. Ну вот, к примеру, у меня вот такой уже подсох. Теперь мы берем ножнички, отрезаем неровный край и начинаем просто настригать как можно тоньше. Вот эти все неровные края нужно обрезать. Вот у нас получилась такая бахрома. И теперь приклеиваем ее на серединку. Я заранее настригла несколько полосочек. И теперь просто их буду приклеивать. Обрезаем толстый край. И теперь уже наносим клей на нашу полоску. Прижимаем и продолжаем дальше. Повторяем такие же действия,
Но здесь у нас уже легче будет, потому что не нужно будет делать тонкий край. Мы делаем одинаковой толщины по всей длине. Продолжаем такие же действия, красим пастелью. Точно так делаем зубчики. И теперь мы начинаем тоже стричь, но стричь мы будем не так тонко. То есть здесь уже более-менее заметные. Это каждый вот лепесточек будет. Так, уже более заметный. Теперь мы берем шило. Шило или, может быть, цыганская иголка у кого-то есть, если нет шила. Зубочистка здесь не подойдет, потому что будет большое давление, и она может сломаться. И начинаем как бы прокатывать лепестки. Глина не должна быть слишком сухая. Вот такая форма. Я заранее приготовила несколько штук. Здесь уже чем дальше мы отходим от серединки, тем темнее можно делать цвет. То есть кроме такой вот пастели можно добавлять уже чуть-чуть мадженты. Вот такой. И не выходя слишком далеко за предыдущие лепестки, приклеиваем. Вот здесь прижимать можно. Вот таким образом мы сформировали наш цветок. Дальше можно поправить ему лепесточки. И теперь можно переходить к стеблю и чашелистникам. Со стеблем здесь все понятно. Мы наносим на проволоку клей и растягиваем глину. И сейчас я вам покажу, как сделать вот такие чашелистники. Мы катаем зеленую глину. Такую вот форму придаем. Немножко придавливаем. Я сделала заготовочки здесь. Теперь берем наш цветочек, наносим клей. И приклеиваем наши чашелистники и придавливаем шилом их. То есть это создаст вот такую бороздочку посерединке. И будет как имитация листочка. И так по всему кругу, чтобы у нас получился вот такой вот чашелистник. После того, как мы слепили цветочки, нам осталось слепить листья. Для этого я использовала вайнер примулы и самодельный каттер. Вот такие листья у нас получились. Теперь нужно покрасить. Сейчас покажу, как я буду красить. Для окрашивания я буду использовать краску травяная зеленая. И с помощью спонжа буду наносить эту краску. Штамповочными движениями мы наносим краску
у нашей маргаритки в данном случае. Здесь имеется очень яркая фактура, и те прожилки, которые у нас получились с помощью вайнера, остаются светлые. А как бы верхний слой мы наносим краску на верхний слой. Вот так окрашиваем все листья. А на этом все. Вот такой цветочек у нас в итоге должен получиться. Не забывайте, что красоту творить легко. До новых встреч!